Каждый год на планете гибнет около 30 миллионов диких кабанов, и это число продолжает расти. В то время как популяция диких животных находится под угрозой исчезновения из-за изменения климата и потери среды обитания, кабаны, как ни странно, становятся все более распространенными. Их численность увеличивается в геометрической прогрессии, и это создает серьезные проблемы для экосистемы. В ответ на эту угрозу ученые начали рассматривать возможность внедрения новых высших хищников в различные экосистемы, чтобы контролировать популяцию диких кабанов. Ситуация стала критической. В некоторых регионах наблюдается резкий рост численности кабанов, который приводит к разрушению сельского хозяйства, повреждению урожая и угрозе для местной флоры и фауны. За последние 5 лет в Европе было зарегистрировано более 30 тысяч ДТП с участием кабанов, что еще раз подчеркивает необходимость принятия срочных мер. Ученые из разных уголков мира собрались на международной конференции в Берлине в 1998. Ключевой темой обсуждения стало внедрение новых хищников, таких как волки и рыси, в районы с высокой популяцией кабанов. Была проведена серия исследований, которые показали, что такие меры могут привести к снижению численности кабанов на 30–50% в течение первого года. Эксперты сделали вывод, что естественные хищники способны не только контролировать популяцию, но и восстановить баланс в экосистеме. Это решение вызвало споры среди экологов. Сторонники программы подчеркивали важность биологической чистоты, в то время как противники беспокоились о возможных негативных последствиях для местных видов животных. В начале 2001 года началась первая фаза реализации программы. На участках леса в Центральной Европе были выпущены несколько пар волков и рыси, чтобы оценить их влияние на популяцию кабанов. Исследования показали, что вышеупомянутые хищники сразу же начали охотиться на кабанов, что подтвердило правильность выбранной стратегии. Однако не только кабаны стали мишенью для новых хищников. Ученые отмечали, что волки начали также охотиться на оленей и других жвачных животных, что привело к изменениям в поведении этих видов. Это вызвало цепную реакцию в экосистеме, заставив ученых задуматься о том, каковы будут долгосрочные последствия внедрения. Вскоре после начала эксперимента местные жители начали выражать беспокойство. Фермеры жаловались на увеличение числа нападений волков на домашний скот. Некоторые жители решили создать инициативные группы, чтобы обратиться к местным властям с просьбой остановить программу. Это привело к напряженности в сообществе, где одни поддерживали проект, а другие требовали его немедленного прекращения. Тем временем ученые продолжали наблюдать за поведением новых хищников в естественной среде обитания. Первые результаты показали, что внедрение высших хищников может действительно изменить динамику популяции диких кабанов. Однако вопрос о том, какие изменения произойдут в экосистеме в целом, оставался открытым. Рост численности диких кабанов стал следствием нескольких факторов, которые ученые начали изучать более пристально. Одним из ключевых аспектов была насыщенность кормовых ресурсов в лесах и полях. Сельское хозяйство стало более эффективным, а поля, используемые для выращивания зерновых культур, привлекли огромное количество диких животных. Плодородные земли в Европе обеспечили кабанов обилием пищи, что способствовало их быстрому размножению. Согласно статистике, за последние 10 лет население диких кабанов удвоилось в некоторых регионах, таких как Германия и Франция. В 2000 году было зарегистрировано более 300 тысяч особей, а к 2020-му их количество возросло до более чем 600 тысяч. Этот рост стал причиной увеличения конфликтов между дикими кабанами и местными фермерами. Сотни отчетов о разрушении посевов и нападении на скот стали поступать в местные органы власти. В то же время экосистемы, в которых обитали кабаны, начали меняться из-за климатических изменений. Увлажнение и повышение температуры способствовали росту растительности, что только увеличивало доступность корма для кабанов. Ожидаемая реакция природы на эти изменения, естественные хищники, в большинстве случаев отсутствовала. Многие виды хищников, такие как волки, оказались под угрозой из-за охоты и потери среды обитания, что дало возможность кабанам бесконтрольно размножаться. Неудивительно, что в таких условиях местные сообщества начали осознавать, что необходимо принимать меры.
Некоторые фермеры начали использовать электронные ограждения и другие технологии для защиты своих полей, но это лишь временные решения. Осознавая опасность, с которой они сталкиваются, местные жители начали собираться на собрания, чтобы обсудить проблему. В итоге было решено обратиться за помощью к ученым, которые разработали план внедрения новых хищников. На начальном этапе внедрения новые хищники столкнулись с проблемами адаптации. Условия жизни были совершенно иными, чем в привычной среде. Волки и рыси должны были привыкнуть к новому окружению, и это казалось не таким простым, как ожидали ученые. Первые несколько недель наблюдений показали, что хищники были настороженными и не проявляли активности. Некоторые исследователи начали беспокоиться, что хищники могут не справиться с ролью контролеров популяции кабанов. Тем не менее, после первых успешных охот специалисты начали отмечать изменения в поведении новых хищников. Они учились работать в команде, используя свои инстинкты для охоты. Вскоре они стали более уверенно действовать. Это привело к появлению первых результатов. За 2 месяца численность кабанов в районе сократилась на 10%. Ученые фиксировали каждую деталь, чтобы понять, как новая экосистема будет развиваться в будущем. Несмотря на положительные изменения, местные фермеры продолжали выражать свои опасения. С появлением волков повысился риск нападения на домашний скот, что добавляло напряжения в сообществе. Если вам интересно, как природа справляется с проблемами, давайте вместе поддержим этот проект и продолжим исследовать удивительный мир экологии. Подписывайтесь на наш канал, ведь, может, именно вы станете нашим новым хищником идей. А если хотите поучаствовать в развитии, не забывайте про ссылку в описании или QR-код на экране для доната. Вопрос о том, кто будет нести ответственность за убытки, стал предметом обсуждения на встречах с местными властями. Участники собеседований пытались найти компромиссное решение, но мнения оставались разделенными. Таким образом, на фоне роста численности диких кабанов возникли новые вызовы. В ходе подготовки к внедрению новых хищников ученые провели обширный анализ существующих экосистем и потенциальных видов для программы. Основными кандидатами стали волки и рыси, которые исторически обитали в этих регионах, но в последние десятилетия были практически истреблены. Исследования показали, что эти хищники способны эффективно контролировать популяцию кабанов. Волки, как социальные животные, охотятся стаями, что позволяет им успешно взаимодействовать друг с другом и обеспечивать высокую степень охоты на крупную дичь. Рыси, в свою очередь, могут действовать самостоятельно и прекрасно адаптированы к разнообразным условиям обитания. Однако выбор хищников вызывал споры среди ученых. Некоторые эксперты настаивали на необходимости внедрения более редких видов, таких как пумы, которые также могли бы контролировать популяцию, но их численность в местной фауне была крайне низкой. В результате было принято решение сосредоточиться на волках и рысях, поскольку эти животные уже имели историческое присутствие в этих экосистемах. В условиях растущего напряжения среди местных жителей ученые организовали серию открытых встреч, чтобы объяснить свои намерения. Участие местных фермеров оказалось критически важным. На этих встречах специалисты делали акцент на том, что волки и рыси не только будут контролировать численность кабанов, но и помогут восстановить биологическое разнообразие региона. Например, снижение численности кабанов может привести к улучшению состояния растительности, что в свою очередь создаст более благоприятные условия для других видов животных. Тем не менее, страх и недоверие среди местных жителей оставались. Некоторые фермеры были уверены, что новые хищники будут представлять угрозу для их скота, и с трудом воспринимали научные доводы о необходимости восстановления экосистемы. В ответ на это ученые решили предложить программу компенсации, чтобы минимизировать риски и убытки для фермеров. Это предложение вызвало неоднозначную реакцию. Одни поддержали инициативу, в то время как другие продолжали настаивать на прекращении программы. Тем временем подготовка к выпуску волков и рыси в дикую природу шла полным ходом. В специальные центры содержания были доставлены особи, отобранные по строгим критериям здоровья и поведения. Каждое животное проходило тщательное медицинское обследование, чтобы удостовериться, что они готовы к жизни в дикой природе. Ученые провели обучение, основанное на естественных инстинктах, чтобы подготовить хищников к новым условиям. Это обучение включало в себя тренировочные охоты, чтобы волки и рыси могли развивать навыки, необходимые для выживания. В конечном итоге было принято решение о дате выпуска хищников.
Ученые выбрали раннюю весну, когда природа пробуждается и еда становится более доступной. В этот день местные жители собрались на мероприятие, чтобы стать свидетелями исторического момента. Многие пришли с надеждой, другие — с опасением. Каждый понимал, что это решение может изменить экосистему региона навсегда. Как только двери переносного вольера открылись, волки и рыси настороженно и с интересом вышли на свободу, оставив за собой следы в истории, которую они собирались написать. В первые месяцы после выпуска «Волков и рыси» в дикую природу наблюдения показывали, что адаптация проходит успешно. Хищники начали исследовать свою новую территорию, проявляя активность в охоте. Ученые фиксировали каждое движение, фиксируя изменения в поведении и образе жизни животных. Волки, используя командный подход, начали охотиться на небольшие группы кабанов, в то время как рыси, полагаясь на свою скрытность, успешно ловили более мелкие жертвы. Однако вскоре стало очевидно, что не все идет так гладко. В конце лета наблюдения показали, что волки начинают проявлять агрессивное поведение не только по отношению к кабанам, но и к другим видам хищников, таким как лисы и шакалы. Их стремление к доминированию и контроль территории становилось все более заметным. Ученые были обеспокоены. Подобные конфликты могут изменить экосистему и нанести ущерб местным видам. Тем временем рыси тоже начали показывать неожиданные результаты размножения. Первые выводки котят оказались более многочисленными, чем предполагали биологи. Ученые объясняли это высоким уровнем доступной пищи и низкой конкурентоспособностью в среде. Каждую весну наблюдали, как молодые особи становятся самостоятельными, что увеличивало общую популяцию. Это создавало потенциальную угрозу для местных видов, которые находились под давлением новых хищников. Конфликт с местными жителями достиг нового уровня. Слухи о нападениях волков на домашний скот начали распространяться как wildfire. Фермеры, недовольные ростом численности диких хищников, начали объединяться и организовывать охоту на волков. Местные власти оказались в сложной ситуации, пытаясь сбалансировать интересы фермеров и сохранение новой экосистемы. Ситуация накалилась до предела, когда несколько волков были незаконно убиты в результате местной охоты, что вызвало гнев ученых и защитников животных. В ответ на нарастающее недовольство местного населения специалисты запустили образовательные программы, пытаясь объяснить важность волков и рыси для экосистемы. На семинарах рассказывали о том, как хищники могут помочь восстановить баланс в природе и уменьшить численность кабанов, что в конечном итоге приведет к улучшению условий для сельского хозяйства. Но многие фермеры оставались непреклонными и отказывались воспринимать эти доводы. Столкновения между сторонниками и противниками программы становились все более частыми, и общественное мнение разделилось. В это время наблюдения за волками показали их адаптацию к новым условиям. Хищники начали проявлять необычную стратегию охоты, охотясь не только на кабанов, но и на оленей, что сделало их охоту более разнообразной. Это также означало, что они начали посягать на популяции других животных, что вызывало беспокойство у биологов. К концу осени ситуация достигла критической точки. Фермеры начали требовать от местных властей остановить программу. Необходимость в новом подходе к контролю популяции диких животных становилась все более актуальной. Ученые понимали, что время, пока они могли контролировать ситуацию, истекает, и им необходимо найти способ сохранить баланс между хищниками и местными жителями, прежде чем конфликт перерастет в нечто более серьезное. К началу зимы ученые начали фиксировать первые успешные результаты эксперимента в открытой природе. Число диких кабанов в изучаемом регионе снизилось на 30%, что подтвердило эффективность вмешательства. Это стало поводом для оптимизма среди исследователей, которые надеялись, что новые хищники действительно смогут восстановить баланс в экосистеме. Однако радость быстро омрачилась новыми проблемами. С наступлением холодов волки начали проявлять агрессию по отношению к другим хищникам. Стычки между волками и рысями участились, что вызывало опасения у ученых. Рыси, не обладая такой же силой и числом, как волки, становились мишенью в драках за территорию. Ученые начали беспокоиться, что такие столкновения могут привести к снижению численности рысят, что не входило в планы программы. Фермеры, в свою очередь, начали поднимать тревогу по поводу новой угрозы, агрессивные волки начали проявлять интерес к домашнему скоту. Первый случай нападения на овец был зафиксирован в начале декабря. Фермеры, обеспокоенные потерями, обратились к местным властям с просьбой о помощи.
Некоторые из них начали самостоятельно организовывать охоту на волков, что вывело ситуацию из-под контроля. Напряжение в сообществе продолжало нарастать. В это время ученые решили провести эксперимент по дальнейшему снижению агрессии среди волков. Они начали использовать звукозаписывающее оборудование, чтобы изучить их общение. Оказалось, что волки издают специальные звуки, когда чувствуют угрозу. Ученые решили попробовать внедрить систему, основанную на этих звуках, чтобы успокаивать волков и в то же время защищать рысь. Параллельно с научными наблюдениями фермеры продолжали свои действия. В некоторых случаях они начали ставить ловушки, чтобы поймать волков, что вызвало недовольство среди защитников дикой природы. Местные экологические организации начали собирать подписи за запрет на охоту на волков, но не все фермеры были готовы к диалогу. Конфликт между ними и защитниками животных накалялся. К тому времени, когда зима вступила в свои права, в регионе произошел значительный спад численности кабанов. Однако многие местные жители не могли оценить этот успех. Страх перед волками и недовольство их агрессивным поведением затмевали положительные изменения в экосистеме. Программа, которая изначально должна была быть успешной, стала предметом споров и конфликтов. Проблема усугубилась, когда в одном из местных селений произошел инцидент. Волк напал на домашнего пса, который находился во дворе. Это событие вызвало бурю негодования среди жителей. Фермеры собрали митинг, требуя от местных властей принять меры против новых хищников. Ситуация становилась все более взрывоопасной, и ученые понимали, что время для решения проблемы истекает. Необходимо было найти способ наладить диалог с местными жителями и объяснить важность хищников для восстановления экосистемы, прежде чем конфликт перерастет в насилие. Сообщение об атаке волка на домашнего пса быстро распространилось по округе. Вскоре местные жители начали делиться своими историями о нападениях на скот и домашних животных. Фермеры собрались на экстренное собрание, чтобы обсудить стратегию действий. Некоторые считали, что надо начать охоту на волков, чтобы вернуть контроль над ситуацией, в то время как другие предлагали обратиться к ученым за помощью в решении проблемы. Обсуждение быстро переросло в жаркий спор, где мнения разделились. Тем временем ученые, обеспокоенные нарастающим недовольством, решили организовать отдельную встречу с местными жителями. Они пригласили фермеров, представителей экологических организаций и местные власти. На встрече ученые представили результаты исследований, показывающие, как волки могут помочь контролировать численность кабанов и в конечном итоге улучшить состояние сельского хозяйства. Однако аргументы не произвели ожидаемого эффекта. Фермеры оставались недовольными, несмотря на научные данные. На встрече один из фермеров, Петр, поднял вопрос о безопасности своих животных. «Мы теряем деньги из-за ваших экспериментов. Как вы собираетесь компенсировать наши убытки?» — воскликнул он, привлекая внимание всех присутствующих. Ученые попытались объяснить, что программа компенсации уже разработана, но многие фермеры не доверяли властям. Вместо этого они требовали немедленных действий, чтобы остановить волков. Параллельно с этими событиями активисты-экологи начали организовывать информационные кампании, чтобы убедить людей в необходимости сохранить новых хищников. Они размещали плакаты и проводили встречи для образования общественности о важности хищников в экосистеме. Однако их усилия часто натыкались на противодействие местных жителей, которые считали, что защитники дикой природы не понимают их проблем. Ситуация усугубилась, когда один из волков был найден мертвым в результате отравления. Это событие вызвало еще большую волну негодования среди защитников животных, которые обвинили фермеров в убийстве хищника. В ответ фермеры утверждали, что это могло быть сделано кем-то из-за предела, и они не были виноваты. Конфликт между сторонами становился все более напряженным, и обе группы начали подогревать общественное мнение с помощью социальных сетей. К концу зимы местные власти, понимая, что ситуация выходит из-под контроля, начали работать над созданием совета по контролю за популяцией диких животных. Это решение вызвало неоднозначную реакцию. Экологи считали, что это шаг назад, а фермеры надеялись, что новое руководство поможет решить их проблемы. Тем временем ученые продолжали собирать данные о новых хищниках, надеясь, что результаты помогут убедить обе стороны в необходимости сотрудничества. Однако время шло, а конфликт продолжал нарастать. Вскоре стало ясно, что необходимо найти компромисс, иначе противостояние между фермерами и защитниками дикой природы может перерасти в открытое насилие.
Ученые начали работу над новой стратегией, нацеленной на улучшение взаимопонимания между сторонами, но впереди их ожидали трудные переговоры. К весне ученые начали замечать неожиданные последствия внедрения новых хищников в экосистему. Снижение численности диких кабанов, которое изначально воспринималось как успех, привело к увеличению численности других видов животных. В частности, популяция оленей значительно возросла, что стало неожиданным поворотом событий. Ученые выяснили, что отсутствие конкуренции со стороны кабанов положительно сказалось на состоянии оленей, которые теперь могли беспрепятственно размножаться и осваивать новые территории. Вместе с тем, такое изменение в экосистеме привело к неожиданным последствиям для местного растительного мира. Олени начали активно уничтожать молодые побеги деревьев и кустарников, что привело к снижению разнообразия флоры. Ученые записали рост числа засохших участков земли и уменьшение площади лесов, что вызвало обеспокоенность среди экологов. Параллельно с этим в некоторых районах начали наблюдаться случаи эрозии почвы, что ставило под угрозу устойчивость экосистемы в целом. Фермеры, заметив ухудшение состояния пастбищ, начали обвинять ученых в том, что программа привела к увеличению численности оленей, которые начали посягать на их угодья. Местные жители требовали от местных властей немедленных действий, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение посевов. Обострение конфликта стало неотъемлемой частью повседневной жизни жителей. В это время ученые продолжали фиксировать данные о поведении волков и рысьев, но многие из них оказались шокированы тем, как быстро экосистема начала изменяться. Некоторые исследователи начали сомневаться в правоте своих первоначальных выводов и задаться вопросом, действительно ли они должны были вмешиваться в природный баланс. На фоне вышеописанных событий в местных сообществах назрела необходимость в диалоге. Ученые организовали встречу с фермерами и экологами, чтобы обсудить пути решения возникших проблем. Ученые представили свои данные и аргументы, показывая, как необходимо адаптировать программу, чтобы предотвратить дальнейшие негативные последствия. Однако многие фермеры оставались недовольными и настаивали на том, что их интересы игнорируются. Ситуация накалилась до предела, когда один из фермеров, недовольный недостатком действий со стороны властей, решил самостоятельно организовать охоту на оленей, чтобы уменьшить их численность. Это решение вызвало бурю недовольства среди защитников дикой природы, которые организовали протест против охоты. На фоне этих событий местные власти оказались в ловушке между двумя конфликтующими сторонами. Внутренние разногласия грозили вылиться в открытое противостояние, и обе стороны требовали внимания от местных властей. Ученые, наблюдая за этими событиями, поняли, что им необходимо разработать новую стратегию, которая позволит сбалансировать интересы обеих сторон и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Время шло, а необходимость в компромиссе становилась все более настоятельной. Без решения проблемы конфликты могли перерасти в насилие, угрожая как местным жителям, так и дикой природе. С наступлением лета наблюдения за дикими кабанами стали показывать неожиданные изменения в их поведении. После уменьшения их численности кабаны начали проявлять более агрессивные и осторожные манеры. Исследователи заметили, что выжившие особи начали избегать привычных мест обитания, которые раньше были для них безопасными. Это означало, что кабаны адаптировались к новым условиям, стремясь избежать волков и других хищников. Ситуация достигла критической точки, когда в одном из участков леса была зафиксирована большая группа кабанов, стремящихся пересечь границу на территорию, где они никогда не охотились. Эту группу заметили местные фермеры, которые, будучи обеспокоены, начали готовить ловушки и заготовления для защиты своих угодий. Ученые, осознавая растущее напряжение, решили провести дополнительные исследования поведения этих животных. В результате ночных наблюдений стало очевидно, что кабаны начали действовать сообща, планируя свои передвижения. Ученые зафиксировали, как несколько самцов и самок объединились в группы, чтобы защищаться от хищников. Это открытие стало шокирующим для исследователей, так как они не ожидали такой степени социального поведения у диких кабанов. Вскоре стало понятно, что кабаны адаптировались к угрозам не только физически, но и социально. Тем временем местные фермеры, не дождавшись результатов исследований, решили, что пора действовать. На общих собраниях они приняли решение о массовой охоте на кабанов, чтобы вернуть контроль над ситуацией.
Ученые, узнав об этом, попытались предотвратить массовые мероприятия, аргументируя, что такая охота лишь усугубит проблему и приведет к еще большему росту агрессивного поведения у оставшихся особей. В тот же день в лесу произошло столкновение. Местные охотники, вооружившись ружьями и ловушками, начали охоту на кабанов, когда группа животных попыталась пересечь поле. В это время волки, привлеченные шумом, начали проявлять активность, и вскоре произошло столкновение между охотниками и хищниками. Оба вида животных начали своеобразные игры в прятки, создавая хаос на поле. Ученые, наблюдая за этой ситуацией, осознали, что неучтенные последствия их вмешательства могли привести к катастрофическим результатам. В разгар этого хаоса на фоне одной из схваток охотник по случайности выстрелил в своим напарником, что вызвало панику среди людей и животных. Кабаны в страхе начали бежать в разные стороны, а волки, почувствовав возможность, начали атаковать оставшихся на месте охотников. В этот момент стало очевидно, что все стороны оказались втянутыми в круговорот насилия. Ученые в отчаянии пытались остановить этот хаос, но ситуация вышла из-под контроля. Вскоре они поняли, что нужны новые подходы, чтобы разорвать этот круг насилия и наладить взаимопонимание между всеми участниками. Без срочного вмешательства конфликт мог перерасти в что-то гораздо более серьезное, угрожая как дикой природе, так и местным жителям. Финальная борьба за баланс в экосистеме только начиналась, и последствия могли оказаться непредсказуемыми. После произошедшего конфликта местные жители и ученые осознали, что ситуация требует немедленного вмешательства. На фоне общего хаоса новости о событиях в регионе начали распространяться за пределы местного сообщества. Журналисты из крупных международных изданий прибыли в округ, чтобы осветить происходящее. В результате внимание общественности и мировых экологических организаций быстро возросло, что добавило напряженности к ситуации. Местные фермеры, почувствовав давление со стороны общественности, начали обращаться к властям с требованиями о защите своих интересов. Ученые, с другой стороны, пытались донести до местных жителей важность сохранения экосистемы и необходимость диалога. В результате этого столкновения мнений местные власти решили провести экстренное заседание, куда пригласили как фермеров, так и ученых. На заседании была собрана панель экспертов, которые должны были представить свои аргументы. Ученые подготовили данные о том, как внедрение волков и рыси влияет на популяцию диких кабанов и других животных. К ним присоединились экологи, которые объяснили, как важно сохранить хищников для восстановления баланса в экосистеме. На этом фоне фермеры выставили свои беспокойства, касающиеся потерь от нападений волков и оленей. Важным моментом стало выступление одного из ведущих ученых, который рассказал о том, что их исследования показывают, если популяция хищников будет уничтожена, это приведет к катастрофическим последствиям для всего региона. Он подчеркнул, что скорость размножения кабанов может превысить все ожидания, если не будут приняты меры по контролю их численности. Однако его слова натолкнулись на скептицизм и недовольство со стороны фермеров. Многие из них продолжали настаивать на том, что хищники создают больше проблем, чем решают. Ситуация накаляется, когда в зал заседания врывается группа местных жителей, требующих немедленного прекращения программы по внедрению хищников. Они утверждали, что волки и рыси лишь угрожают их безопасности и доходам. Этот протест привлек внимание журналистов, которые начали фиксировать происходящее. Протестующие требовали от властей немедленно вмешаться, иначе они угрожали организовать массовые акции протеста на уровне округа. В это время ученые пытались выступить вперед, чтобы объяснить, что необходимо найти компромисс. Они предложили разработать дополнительные меры безопасности для фермеров, такие как создание защитных ограждений и увеличение программ компенсации за ущерб. На этом фоне произошло неожиданное открытие. Один из ученых, анализируя поведение кабанов, заметил, что они начали адаптироваться к передвижениям волков, демонстрируя умение избегать опасностей. Это означало, что они могут выжить и в условиях присутствия хищников, если будут поддерживаться здоровые популяции. Эта информация вызвала бурю эмоций. Некоторые фермеры начали осознавать, что не все потеряно и что можно найти пути сосуществования. Однако это понимание было еще хрупким. Конфликт обострился, и каждый ожидает действий от властей, чтобы они смогли восстановить спокойствие в регионе, пока мировое внимание продолжает расти, а напряжение нарастает.
Обе стороны осознали, что от их решений будет зависеть не только их будущее, но и будущее всего региона. Вскоре после экстренного заседания местные власти создали совет, в который вошли фермеры, экологи и ученые. Главной задачей совета стала разработка стратегии контроля численности диких кабанов и защиты интересов жителей. На начальном этапе они начали проводить регулярные встречи для обсуждения текущих проблем и поиска решений. Среди предложенных мер были внедрены защитные ограждения на пастбищах, системы мониторинга популяций диких животных и программы компенсации для фермеров, пострадавших от нападений. Ученые организовали семинары для фермеров, обучая их методам защиты скота и объясняя важность сохранения хищников для поддержания баланса в экосистеме. Снижение численности диких кабанов привело к улучшению популяций оленей и других видов, что положительно сказалось на состоянии местной флоры. Ученые зафиксировали улучшение экосистемы, а фермеры отметили, что теперь могут спокойно работать, не беспокоясь о своих полях. Фермеры начали осознавать, что присутствие хищников может быть полезным. Они заметили, как волки и рыси контролируют количество кабанов, защищая тем самым свои урожаи. Это помогло улучшить отношения между фермерами и защитниками дикой природы. Совет способствовал созданию условий для сотрудничества и диалога, что стало основой для дальнейшего партнерства. Тем не менее, некоторые фермеры оставались недовольными, и конфликты периодически вспыхивали. Однако общая тенденция к сотрудничеству вселяла надежду. Местные власти продолжали поддерживать программу контроля численности диких кабанов, предотвращая резкие всплески популяции. Интересно, как одни хищники помогают фермерам, а другие — нам с вами в создании крутых видео. Если вам нравится наше творчество и вы хотите видеть больше таких историй, поддержите проект, ссылка в описании или QR-код на экране. Давайте вместе сделаем нашу экосистему контента еще лучше. К концу года ученые подготовили отчет о работе программы. Они отметили, что, несмотря на сложности, удалось наладить баланс между интересами местных жителей и сохранением экосистемы. Общество начало осознавать, что сотрудничество – ключ к успешному будущему, где все стороны могут получить выгоду. Эта история оставила значительный след в сознании местных жителей. Они начали воспринимать природу как партнера, с которым нужно работать. Постепенно формировалась новая культура, основанная на уважении к природе и ее обитателям. Этот переход стал важным шагом к будущему, где хищники и фермеры могут сосуществовать, обеспечивая баланс и процветание для всех.